Ребята, сегодня среда у нас. Давайте какие-то апдейты посмотрим по рынку. Вчера так вниз мы и не сходили. Да? Гэп не закрыли, пытались вот уйти наверх. Ничего у нас тоже не получилось. Ну и в принципе, если по каким-то таймфреймам смотреть, да, здесь он треугольник формируем. Да, я все-таки думаю, что пойдем вниз на 84. Вопрос только, будем ли мы забирать 89. Там большая ликвидность. Стоит ликвидации. Ну, видимо, стопов понаставили. Там в районе миллиарда. По CoinGlass. Не знаю, правда или нет. Но как бы стоит. Да, ну, какой-то треугольник опять. Ну, то есть сжимание ликвидности идет. И куда-то будет выход. Да, прострел либо вверх, либо вниз. Вверх у нас 89 плюс. Да, там, ну, 89 500. Условно можем туда сходить и пойти вниз. Ну, вниз на 84 мы пойдем. То есть я не думаю, что вот эти границы нас остановят этого канала. Если как бы таймфрейм взять побольше, то у нас не такие как бы и большие движения идут. То есть вот в этом канале как бы и ходим. Да. Интересно, как у трейдеров мысли сходятся. Потому что я нарисовал треугольник, потом там, ну, я подписан там тоже на одного трейдера. И уведомление в Твиттер приходит, и он такую же фигню рисует. И так вот очень часто бывает. То я сначала нарисую, потом он выкладывает там то же самое, то наоборот. Ну, то есть к чему я это как бы вот эти вот вещи как бы видят все. Да, естественно, рынок, как бы какие-то большие игроки это знают, маркетмейкеры и так далее. Ну, то есть они могут это использовать. Отсюда происходят и вот эти все ложные пробои и так далее. То есть условно там кто-то ставит стоп, да, там возле границы какой-то, ну, допустим, вот внизу канала или там вот в треугольнике, да, поставили стоп. Ну, то есть и он довольно-таки, если близко. Вот отсюда и возникает ложный пробой. То есть рынок идет за ликвидностью, как бы забирает и идет в обратную сторону. Особенно у новичков как бы это часто встречается, да, видят какой-то уровень, ставят стоп, как бы он их стоп забирает и идет как бы куда и планировалось. Это происходит из-за этого, потому что эти вещи все видят, все рисуют, как бы, соответственно, от границ берут позиции, стопы ставят там чуть пониже. И все. Соответственно, здесь как бы никакого секрета нет. Иногда как бы, ну, четко бывает отрабатывает, да, иногда как бы не четко. Канал, если посмотреть этот. Вот. Забрали ликвидность, да. Если по двум точкам кто-то строил. Там, вот он ложный. Пробой здесь какой-то там небольшой. Фитилек дали. И так далее. Вот здесь, да, вот кто-то как бы отсюда набирал позиции и здесь. Ну, таких ситуаций на самом деле они постоянно. Бывают там какие-то выносы и так далее. Вот вниз, когда вверх собираются идти, как бы собирают ликвидность лонговую, да, там был уровень четкий, 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 да, вот здесь вот раз, два, три, ну, практически четко, да, здесь раз, собрали ликвидность, потом опять, считай, что четко, да, сюда пришли, также и вверху, вот кто-то здесь шортил, да, ставил близко стопы от хая, ну, вот мы их благополучно сняли, пошли вниз. Ну и так далее. Я думаю, что принцип понятен. Поэтому стопы надо брать либо с запасом, либо уже заходить, как бы, когда ситуация уже понятна, да, то есть произошел вынос, и ты заходишь потом уже,
Ну и стоп, соответственно, ставишь как бы за этот вынос. Ну, так довольно-таки тяжело торговать. Ну, либо без стопов, там, я уже рассказывал много раз. Позицию набирать как бы частями. Потом как-то хеджировать это все. Ну, если совсем пошло не в твою сторону, либо там просчитывать как бы риски, где будет ликвидация там и так далее. С математической точки зрения как бы считать, где что набираешь и где как усредняешься. Так, ладно, чуть-чуть от темы отошли. Ну, здесь, в общем, все понятно. Да, сейчас посмотрим. Как бы набираем позиции либо сверху этого канала, либо снизу. Сейчас как бы заходить. Ну, можно, конечно, в треугольнике там попытать удачу что-то, но треугольники отрабатываются так себе. То есть это больше как бы то, что сжимается как бы цена, показывает для этого и рисует. Как бы по теханализу как мы, получается, треугольник. Мы либо вот на эту уходим, да, то у нас что получается? Давайте посмотрим для интереса. Ну, 85. А сверху это у нас плюс-минус 90. Ладно. Фигня все. Эфир. Эфир здесь что-то какие-то конструкции нам строят. Здесь был уровень, мы вышли, как бы ретест. Куда-то вышли, уперлись в этот уровень. В общем, здесь эфир как бы сильно пока не ходит. То есть это все в рамках там 100 пунктов, 150. То есть это как бы копейки. Он раньше мог там ходить вот 2500, 2. Ну, то есть там за день, за полтора дня как бы на 500 пунктов. А здесь мы как бы мусолим, все это сжимается как бы уже довольно-таки долго. Посмотрим по срокам, сколько мы здесь торчим. С 10 марта, то есть это уже больше 2 недель. Мы мусолим там 150-200 пунктов. Как бы это, конечно, ни о чем. Движение. Там по биткоину хоть, ну, хоть как-то мы там ходим, да, если дневку открыть. Тоже, конечно, не сильно-то. Но хоть какие-то движения есть. Чуть пошире. Здесь, конечно, да, если вот это считать флагом, то лететь нам, не буду даже говорить куда. Так, ладно, эфириум, ну давайте маленький таймфрейм открывать. Что? Ну, какая-то такая картина, да, 200 так мы не пробили. Нормально. Где его ловить? Не знаю, если по структуре смотреть цены. 2. Ну, у нас гэп там опять же 1960. Я понял, может еще стукнемся как бы сюда. Пойдем сверху, у нас там 2 200, 2 300. Если мы все-таки пойдем вверх. Поэтому отсюда. Ну, шорт вот от этого сопротивления локального там можно какой-то попробовать. Но уверенности в этом нет. Шорты мы еще как бы вот здесь вот набирали. И их как бы не выбило. Я там в группе писал, что можем продавать. Кто здесь там не зафиксил, наверное, там в безубыток поставить, держать их. Посмотреть, что будет. Тому как-то так. Новостей там, по-моему, сегодня тоже особо никаких. Тому будем смотреть. Рынок лег в дрейф практически. Ладно, все. Всем пока и до завтра.